Здравствуйте. Можете мне помочь выбрать растение? Здравствуйте. Конечно, с радостью помогу. Я хочу что-нибудь красивое для квартиры. У вас солнечная или темная комната? У меня много света в комнате. Тогда вам подойдут цветущие растения. Посоветуйте, пожалуйста, что-то неприхотливое. Может быть, герань или спатифилум? А они требуют много ухода? Нет, оба растения очень просты в уходе. Мне нравится вот эта маленькая герань. Герань цветет долго и очищает воздух. Как часто ее нужно поливать? Обычно 2 раза в неделю. А удобрять часто надо? Достаточно 1 раз в месяц весной и летом. Замечательно. Это несложно. Герань любит свет, но избегайте прямого солнца. Я поставлю ее у окна, но не на подоконник. Отличная идея. Можно ли поставить герань рядом с фикусом? Да, они хорошо уживаются вместе. А если уеду на дачу, что делать с поливом? Попросите соседку или оставьте воду в поддоне. Спасибо. А какие еще растения красивые здесь? Вот, например, сенполия или каланхоэ. Сен-Пали– это фиалка, да? Да, у нее много ярких цветов. Но я выберу герань. Она мне нравится больше. Хороший выбор. Хотите еще что-то узнать? Нет, спасибо. Вы очень помогли. Рад был помочь. Хорошего дня и удачи с растениями. Спасибо. Вам тоже хорошего дня. Привет, меня зовут Аня. Ты часто катаешься на машине? Привет, Аня. Я Саша. Обычно езжу на работу на машине. Ты всегда ездишь один или с кем-то вместе? Я люблю ездить в компании. Часто беру попутчиков. Здорово. А как ты находишь людей для поездки? Я использую приложение для поиска попутчиков. Я тоже иногда так делаю. Очень удобно, правда? Да, и поездка становится веселее и дешевле. Мне нравится, что можно познакомиться с новыми людьми. Иногда я общаюсь с попутчиками после поездки. Это замечательно. Я тоже нашел новых друзей в пути. Ты обычно ездишь по Москве? Да, в основном по Москве и иногда в Мытище. Я часто езжу из Подольска в центр города. А сколько времени занимает твой путь? Обычно около часа, если нет пробок. Мне везет, я добираюсь за полчаса. Тебе повезло. В какое время ты едешь? Я стараюсь выезжать рано утром, часов в 7. Так дорога свободнее. Я тоже начал выезжать пораньше. А у тебя есть любимое место в машине? Я обожаю сидеть рядом с водителем. Вижу хорошо дорогу и могу общаться. Я рад, что сегодня ты рядом со мной. Спасибо, Саша, ты веселый водитель. Спасибо, Аня. А тебе нравится делиться поездкой? Конечно, так не скучно, и мне не страшно одной. Согласен. Вместе путешествовать приятнее. А музыка нравится тебе во время пути? Очень. Я люблю слушать радио или песни из плейлиста. Можешь включить что-нибудь веселое. С удовольствием. Пусть наша дорога будет хорошей. Очень уютно в этом вагоне-баре. Как тебе, Иван? Мне тоже нравится, Оля. Тут всегда тепло и спокойно. Ты часто путешествуешь поездом? Да, с детства люблю поезда. А ты? Тоже. Особенно летом люблю смотреть на природу.
Я помню поездку в Петербург. Было так красиво за окном. О, я тоже была в таком поезде. Там был старый вагон-бар. Мы с мамой пили чай из стаканов с подстаканниками. Классика. Мне нравится звук чайной ложки о стакан. Это сразу напоминает мне о детстве. Согласна. Ты когда-нибудь ездил в купе? Да, однажды с друзьями на Черное море. Было весело. Я всегда беру плед и книгу в дорогу. Я беру наушники. Люблю слушать музыку и смотреть в окно. В прошлом году я ехала ночью и смотрела на звезды. Как романтично. В поезде все кажется особенным. Да, особенно если поезд старый, деревянный. Мне нравятся поезда Москва-Казань. Быстро и удобно. Я хотела бы поехать этим маршрутом, может, этим летом. Обязательно попробуй. Там хорошие сиденья и уютно. А ты пробовал еду из вагона ресторана? Да, пирожки и чай самые вкусные. Я как раз заказала чай сейчас. Хочешь пить? Спасибо, с удовольствием. Чай – традиция в дороге. А еще здесь часто играют в карты. Видел? Да, иногда я сам играю. Отличный способ познакомиться. Поезда сближают людей. Можно найти новых друзей. Полностью согласен. И все такие добрые здесь. Поезд – это всегда новые истории и встречи. Жаль, что поезд скоро прибудет. Я бы остался дольше. Я тоже. Давай сохраним этот момент в памяти. Конечно, Оля, пусть каждый путь будет добрым. Какой хороший день для кофе. Андрей, ты часто бываешь здесь? Да, Оля, это мое любимое кафе. Очень уютно. Мне тоже очень нравится. Ты помнишь свою юность? Конечно. Особенно, как я получал карманные деньги. О, интересно, сколько тебе давали родители? Когда мне было 14, я получал 500 рублей в месяц. О, это неплохо. Я получала только 300 рублей. Ты копила деньги или тратила сразу? Я старалась копить, иногда покупала книги. А у тебя были сбережения? Я любил собирать на игры и футболку любимого клуба. Какой клуб тебе нравился? Я был фанатом «Зенита» из Санкт-Петербурга. Ой, круто! Я больше любила кино. Часто ходила в кино на выходных с подружками. Я тоже иногда ходил, но тратил в основном на еду. Что ты обычно покупал? Пирожки, лимонад и мороженое на улице. Мороженое тогда стоило так дешево? Да, за 2 рубля можно было взять целый стаканчик. Мои родители иногда давали мне деньги за помощь по дому. Я тоже мыл посуду и выносил мусор за монеты. А в школе у тебя были подработки? Я летом помогал на даче у бабушки, получал немного. Мне платили за уроки музыки младшим детям. Я копила долго, чтобы купить новый плеер. А я мечтал о велосипеде, но денег не хватало. Иногда просил родителей добавить. Редко, мне было стыдно. А ты? Я тоже старалась сама зарабатывать. Сейчас я думаю, что это была хорошая школа жизни. Согласна. Деньги учили нас ответственности. Спасибо, Оля, приятно вспомнить те времена. Спасибо тебе, Андрей. Очень интересно поговорили. Привет, Денис. Ты часто учишься здесь? Привет, Ирина. Да, мне здесь нравится. А почему именно эта аудитория? Здесь очень тихо, мне легче концентрироваться. Согласна. Тишина помогает мне тоже.
Чем ты обычно мотивируешь себя к учебе? Я делаю список дел. Это удобно. А у тебя есть свои методы. Я ставлю таймер на 25 минут, потом делаю перерыв. О, это похоже на метод помидора. Да, мне он помогает не уставать быстро. Я тоже пробовала. Иногда слушаю спокойную музыку. Музыка мне мешает, я люблю тишину. Когда очень тяжело, я пью чай с лимоном. Хорошая идея, я обычно пью воду. Ты делаешь заметки вручную или на компьютере? Вручную, так я лучше все запоминаю. Я иногда делаю цветные схемы. Это помогает мне видеть всю информацию. Интересно, надо будет попробовать. Сколько времени в день ты занимаешься? Обычно 2-3 часа. А ты? Я стараюсь по часу утром и вечером. Ты читаешь только учебники или еще что-то? Иногда читаю статьи для практики русского. Молодец, я слушаю подкасты на русском. Спасибо, Денис, ты меня вдохновляешь. Ирина, вместе учиться интереснее. Согласна, можем повторить завтра. Конечно, приходи к 10 утра. Договорились. До завтра тогда. До завтра, Ирина. Хорошего дня и удачи с учебой. Привет, Алексей. Ты сегодня работаешь из офиса? Да, Ольга, решил прийти. Мне нравится работать здесь. Я часто работаю дистанционно. Это очень удобно. Мне нравится быть рядом с коллегами, легче общаться. Согласна. Но дома тише, можно лучше сосредоточиться. Иногда в open space шумно. Это мешает. Да, бывает шум от компьютеров и разговоров. Но если есть вопросы, коллега рядом, это плюс. Когда работаю дома, все равно есть чаты и звонки. Но иногда не хватает живого общения. Я согласен. Личное общение важнее звонков. А еще дома экономишь время на дорогу. Это правда. Я трачу час до офиса и назад. Я люблю работать в пижаме. Дома это возможно. Ха-ха, а я люблю собираться красиво в офис. В офисе есть кухня. Можно вместе пить чай. Коллективный обед – это приятно. Я иногда скучаю по офисным разговорам. Мне кажется, дома меньше отвлекающих факторов. Если есть дети, работать дома иногда сложно. Я слышал, что в Москве многие выбирают гибридный режим. Да, это удобно. Часть времени дома, часть в офисе. Главное, чтобы начальник доверял сотрудникам. У нас в компании хорошие отношения, нам доверяют. У тебя есть свое рабочее место дома? Да, у меня есть стол и удобное кресло. Я работаю за кухонным столом. Не всегда удобно. Хочешь попробовать работать один день дома? Может быть, попробую на следующей неделе. Отличная идея. Потом расскажешь о впечатлениях. Спасибо, Ольга, ты меня вдохновила. Пожалуйста, Алексей, удачной работы сегодня. И тебе хорошего дня. Какой красивый зал. Тебе нравится эта галерея? Да, очень. Я в первый раз здесь, а ты? Я часто прихожу сюда. Мне нравится искусство. А какой стиль ты любишь больше всего? Мне нравятся яркие картины, как это здесь. Цвета такие живые, как на празднике. Согласен, цвета потрясающие. Я люблю абстракцию. Правда? Почему тебе нравится абстракция? Потому что там можно видеть что угодно. Каждый раз вижу что-то новое.
Это интересно. Я больше понимаю классику. Например, портреты или пейзажи. Да, особенно пейзажи. Они спокойные. Я тоже иногда люблю смотреть на природу. А у тебя есть любимый художник? Мне очень нравится Казимир Малевич. А тебе кто больше по душе? Я люблю Ивана Айвазовского. Его море прекрасно. О, его картины очень известны. Ты когда-нибудь пробовал рисовать сам? В школе я рисовал, но сейчас редко. Я тоже. Иногда делаю маленькие эскизы дома. Ты показываешь их друзьям? Иногда, когда мне не стыдно. Я думаю, они красивые, не бойся. Спасибо. Может, как-нибудь принесу сюда. Отличная идея. Здесь много вдохновения. А ты любишь скульптуры? Скульптуры интересные, но я больше люблю картины. Мне нравятся оба. Они разные, но оба красивые. Скажи, какая из этих картин тебе ближе всего? Вон та, с большим синим небом. А тебе? Мне нравится это с яркими кругами и линиями. Здравствуйте. Вы тоже ждете своей очереди. Да, здравствуйте, сегодня так много людей здесь. Да, обычно в префектуре всегда много посетителей. Вы часто сюда приходите, Мария? Не очень часто. Только когда нужно менять документы. Я здесь впервые. Хочу подать заявление на паспорт. А я обновляю регистрацию на место жительства. Вам уже объяснили, какие документы нужны? Да, на инфостенде есть список, все понятно. Я тоже смотрела там инструкции. Очень удобно. Но иногда очереди идут очень медленно. Согласна. В прошлый раз я ждала почти 2 часа. Ого, надеюсь, сегодня будет быстрее. Главное взять талончик. У вас уже есть? Да, конечно, мой номер 85. А у меня 83, значит, моя очередь раньше. Хорошо. Значит, сможете мне рассказать, как все проходит? Конечно, обычно нужно сказать цель визита. Потом показать паспорт и заполнить анкету. Понятно. Я немного волнуюсь, вдруг ошибусь. Не волнуйтесь, работники помогут, если что-то не так. Мне ваш совет полезен. Спасибо, Мария. Пожалуйста, Андрей, всегда рады помочь друг другу. Вы долго собирали документы для регистрации. Нет, список был простой. Паспорт, заявление и фото. У меня только 2 фотографии с собой. Это достаточно? По-моему, нужно 2. Если что, рядом есть фотокиоск. Спасибо, я не знал об этом киоске. Там быстро и удобно, можно сделать фото за минуту. Пожалуй, схожу туда, если потребуется. Удачи вам сегодня. Пусть все будет просто. Спасибо большое. Вам тоже быстрой очереди и хорошего дня. Доброе утро. Ты часто здесь занимаешься спортом? Доброе утро. Да, я прихожу сюда почти каждый день. Как тебя зовут? Я Ольга. Меня зовут Алексей. Очень приятно, Ольга. Очень приятно, Алексей. Ты любишь бегать по утрам? Да, мне нравится бегать. Это дает энергию на весь день. Я тоже люблю бегать, но иногда делаю зарядку на траве. Какие упражнения ты обычно делаешь? Сначала делаю разминку, потом бегаю примерно 20 минут. Иногда добавляю упражнения для спины и пресса. Здорово. Я обычно делаю растяжку и приседания. Потом бегаю 2 круга вокруг парка. Ты занимаешься спортом одна или с кем-то? Чаще одна.
Мои друзья не любят рано вставать. Понимаю, я тоже почти всегда тренируюсь один. А какие у тебя цели в спорте? Я хочу быть здоровым и чувствовать себя хорошо. Это хорошая цель. Я тоже хочу быть в хорошей форме. Слушай, нравится ли тебе атмосфера этого парка? Очень нравится. Здесь тихо, свежий воздух и много зелени. А еще утром здесь мало людей, можно спокойно заниматься. Согласна. А ты из Москвы? Да, я живу недалеко отсюда. А ты? Я приехала из Ярославля. Работаю здесь 2-й год. Парк напоминает тебе родной город? Да, в Ярославле у нас тоже красивые парки. А у тебя есть любимое место здесь? Мне нравится скамейка у фонтана. Там всегда тихо. Надо как-нибудь попробовать там отдохнуть после тренировки. Давай после бега выпьем чаю там как-нибудь. Отличная идея. Буду рад составить тебе компанию. Спасибо, Алексей. Хорошей тренировки. Спасибо, Ольга. Хорошего дня и легкой пробежки. Здравствуйте. Вы тоже ищете новый дом? Да, здравствуйте. Я хочу купить квартиру в Москве. О, здорово. Я тоже думаю о покупке жилья здесь. Для меня важно, чтобы дом был светлым и теплым. Согласна. Мне нравится много окон и хороший вид. Вы ищете большую квартиру? Нет, мне нужна двухкомнатная квартира. Я живу один, большой дом мне не нужен. А мне нужна 3-комнатная. У меня есть дочка. Понимаю. Вам, наверное, важна детская комната. Да, и еще нужна большая кухня. Я об этом не думал. Я люблю готовить редко. Я часто готовлю ужины для семьи. Сколько комнат всего вы хотите? 3 точно. Спальня, детская и гостиная. Какие еще у вас требования? Важно, чтобы рядом были магазины и школа. А для меня главная тишина и парк поблизости. Парк тоже хорошо, особенно для прогулок с дочкой. Мы оба хотим зеленый район. Вы любите жить на высоком этаже? Да, на высоком этаже прекрасный вид и меньше шума. Мне тоже нравится, когда видно город с высоты. А как насчет балкона? Это важно для вас? Очень. Я хочу пить чай на балконе летом. Я тоже. Балкон – хорошее место для отдыха. А как насчет мебели? Вы хотите с мебелью? Нет, я сам хочу выбрать мебель. Я тоже. Хочу сделать уют по своему вкусу. Какую сумму вы готовы потратить на жилье? Я рассчитываю на 3 миллиона рублей. У меня примерно такой же бюджет. Надеюсь, мы найдем хорошие варианты в этом агентстве.